Ну все, вы его доконали. Он уже совсем хочет все вернуть. И будем смотреть. Все у него, что у него? А у него все фигово. У него все фигово, да? Будем смотреть, что у него в душе, что у него в мыслях, что у него на сердце. Сначала будем смотреть на воски, а потом обязательно посмотрим на знаках. Да, у него проблемы какие-то сейчас идут с деньгами. И вообще у него идет, какие, знаете, понос мыслей, запор слов. Что у него сейчас идет, будем смотреть. Все мои контакты, кому надо лично, есть в описании, в закрепленном комментарии. Также заходите в шапку профиля по ссылке. И по ссылке можете войти в любой чат и мне написать. Или в директ, если кто-то смотрит через ТикТок. А также есть канал в Ютубе и в Дзене. Так, смотрим. Ох, его кто-то очень хорошо обманул. Какая-то лисичка-сестричка сначала лизала ему шарики, а потом отвернулась. Что-то противозненько стало. И что у него сейчас в душе? Сердце у него болит о вас. А эта сестричка-лисичка очень хорошие вещи какие-то делала с ним. Она загораживала его сердце, топтала его сердце и сейчас топчет его сердце. Знаете, у этой лисички-сестрички может быть маленький ребенок или кошка. Сестричка-лисичка хорошая. Что у него в душе? А в душе он никак не может определиться. Понимаете, такое с ним произошло, если вы в конфликте или даже вы все вместе, ну что какие-то недопонимания, потому что в основном видео и расклады смотрят тогда, когда что-то идет не так. Когда счастье, любовь, радость, да не догадалок. Да и не надо к этим готовкам ходить тогда. Тогда нужно за свое счастье держаться и продлить его максимально долго. Кому-то удается и на всю жизнь. А у него в душе... Да, у него в душе почему-то он потерял какие-то деньги в чем-то. Может быть, эта лисичка-сестричка помогла. У него потеря в деньгах, и в душе у него все разгорается. И еще могу сказать, что у человека на самом деле не в порядке что-то с кровью или с сердцем. С кровью это может быть и гипертония, и наоборот. Но тут с кровью что-то. И у человека это почему-то влияет на его деятельность мужскую. Что еще мы смотрим? Но здесь идет такое, что кто-то ему или помогал, может быть, в церковь ходили, может быть, действительно отливали, чистили. Но тут как-то не до конца, но уже стремление есть. Да, вот сердце, видите, прям выходит сердце его действительно не в покое. В душе у него рвутся эти... Лисичка-то она сестричка, но она как собака кусачая, как цербер. И какие у него мысли? Давайте посмотрим, а какие мысли, скажи нам свеча, скажи нам воск. Когда мы делаем на свече, это и чистка человека. Знаете, это маленькая чистка, но чистка. Так, что он думает о вас? Ну, у него сейчас проблемы, да, он думает, что деньги, это кто-то его прям хорошо обманул в чем-то. Или не туда вложился, или что-то. Ну, тут какой-то обман. Говорили, заплатим рубль 20, заплатили не аршин и не алтын. Не алтын. Так, какие у него мысли о вас? Знаете, он так бы хотел вам спеть песни, как соловей. Вот прям вышла птица. Он бы хотел полететь, как птица, к вам и сказать бы все, что у него в мыслях. Но я же вам сказала вначале, что у него понос мыслей, запор слов. Как будто ему рот закрывают на замок, или он говорит совсем не то, что надо. А сердце не останавливается, сердце болит и плачет. Что он хочет сказать, что ему как-то некомфортно, когда вы не гармоничны, когда вас рядом нет, когда нет гармонии. Ему очень тяжело. Хотя у него вот есть вроде бы, посмотришь, вроде бы как и сильный. Он, видите, какой-то бычара. А на самом деле он слабый, и ему действительно
Очень важно, чтобы кто-то был, кто погладил его по голове бы, поговорил с ним, улыбнулся. У него такое сейчас на сердце. Ну почему у меня все время, вот даже с детства, женщины, которые меня не хотят понять? Мужчины и женщины мы разные, и поэтому и им очень сложно нас понять, и нам очень сложно их понять. Так, чтоб я... Ну, давайте смотреть еще. А теперь я хочу посмотреть, потом мы посмотрим на знаках. Да, знаете, у него такие сейчас мысли, он говорит, я хочу разобраться со своими финансами, с деньгами, и тогда я каким-то образом, я все-таки скажу тебе то, что я думаю, что без тебя у меня не идет жизнь, у меня все фигово, охерительно. Охерительно так, что херительно. И как капля крови, понимаете? Вот у него страдания идут. И он говорит, что я все-таки скажу тебе. Или напишу. У меня выходит видео. Оно вышло. Вызов. Посмотрите этот вызов. И вам действительно этот вызов пригодится. Посмотрите мое видео. Вызов на дым. В заставках этот вызов будет обязательно. Пишите «Принимаю, приобретаю, любви дорогу, счастью и гармонии открываю». И заходите в мой телеграм, там мы беседуем на разные темы. Ну а теперь мы смотрим продолжение, часть 2. Ему плохо, ему очень плохо. И почему ему плохо, и посмотрим на знаках, что у него на душе, на сердце и в мыслях. Все мои контакты в шапке профиля, в описании. Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Если входите в шапку профиля, то нажимаете ссылку и выходите на все чаты. Смотрим, почему ему плохо. Ему действительно плохо. Ему действительно плохо. Он как зверь в ночи. Рычит, темнота вокруг него, и он ничего не понимает. Почему ему плохо и без вас? А потому что вот ведь я не вытаскиваю. Говорю, Евгения, ясновидящая, я уже вижу, что сказать, и в это время выходит такая карта. А потому что он думает о вас. О вас он думает. И в ночи думает, и перед сном думает, и во сне думает. Думает, не думает, когда действительно занимается каким-то делом. Но ему очень плохо. Почему ему без вас как-то плохо? Потому что были вы олицетворением какой-то нежности, радости, чистоты и правды и верности. Что давайте посмотрим, что у него сейчас в душе-то. Нет, сейчас давайте посмотрим, а что у него-то почему. А потому что у него чувство есть, только называется «Что имеем, не храним, потерявши плачем». Даже если человек рядом с вами, здесь какая-то недопонимашелка идет. Почему ему так плохо? Вот она у нас, посмотрите первую часть на воске, и тут тоже вышла эта лисичка-сестричка. Потому что его кто-то очень хорошо обманул. Какая-то женщина хорошо потопталась, и вообще кто-то обманул. И что у него в душе сейчас? А в душе он теперь понимает, что такие трудности, с которыми он просто не знает, как справиться. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Посмотрите на этой карте, как изображен олень. Олень, который в лесу, там, где благодать, а у него снежные вершины, где холодно, где не пройти. До этой вершины не дойти. А умный олень... Ну, олень тут такой нарисован, мы не будем... Он зачем пойдет? Он в своем лесу счастье найдет. А здесь непреодолимые трудности у человека. Да, человека обманули, и, возможно, он потерял деньги, у него потери какие-то денежные, финансовые, имущественные. Здесь идут очень большие потери. Потому что когда-то сам что-то сделал. Повторяется результат. Сам сначала все яблочки у кого-то в закромах погрыз, и они погнили. А теперь к нему пришли. И все его, и яблочки, и орешки тоже все погрызли. Ну, давайте смотреть, что у него на душе сейчас. На душе, видите, кошки скребут. Не кошки, крыски скребут. А на душе он думает о том, что как хорошо, что была семья, дом, изобилие в этом доме. Чтоб радость была и радуга, исполнение желаний.
И в душе ему так тяжело. Почему ему тяжело в душе? А в душе ему тяжело, потому что нету над ним солнца. Он, видите, первая карта была ночь. У него все время ночь. А солнце где-то мимо проходит. Что в душе? В душе он очень желает вас. Но здесь между вами действительно что-то пробежало. Или вот это вот, как я говорю, лисичка-сестричка, или что-то еще. Но он вас очень желает. Он считает вас какой-то очень притягательный, светлый, добрый, ласковый. Ну, это он так считает. А как вы считаете, это ваше дело. Что у него на сердце? На сердце действительно он ждет сюрприза, или вы каким-то образом объявите, сделаете ему сюрприз, или он хочет действительно как-то о себе сообщить, сделать вам подарок или сюрприз. Это у него в мозгах. Но когда выходит такая карта, это говорит именно о том, что, вот как я и там сказала, понос мыслей, запор слов. Вот в мыслях, да, так весь расфуфукался, весь расфонякался. А как за дело, так все. Какашка к попе прилипла. И к стулу эта какашка прилипла. И никак. А что он думает о вас? Думает, что он... А думает он, потому что есть какие-то враги, есть какая-то женщина-враг, которая не столько кусает, что перекусала его. На этом человеке есть какой-то негатив, и поэтому этот негатив нужно снимать. Потому что у человека действительно он дергается в разные стороны. Смотрите, мои еще расклады такие... где ясновидение, где я задаю просто вопрос, вы выбираете 3 варианта и быстрое ясновидение. Потому что я смотрю по хроникам Акаши, и это 80%, 90% действительно правильно. Что это за женщина, что в мыслях она не отходит? А тут вышло 2 карты. Потому что она действительно, понимаете, человек под каким-то воздействием. Он не знает нигде левая, нигде правая, никакая дверь светлая, никакая черная. Человек, может быть, находится или хочет куда-то поехать, или находится где-то далеко, или хочет вырваться, вот такой вырваться, убежать. Мысли у него убежать куда-то. Куда убежать ты хочешь? От себя не убежишь. Ну это у него только, кто читал Обломова, тот знает. Это все мечты, мечты, пух и прах. Мечты. Так... Ну и самое главное для этого человека, у него в мыслях, да, заработать побольше денежек, заработать побольше денежек. И на эти денежки тогда его спасут. Почему? Ну, думает он о вас. Почему-то он говорит, ну, у меня вот тут не хватает, с деньгами плохо, с этим плохо. Ну, как я к ней, как я к ней? Ну, как я на какой кобыле к ней подъеду? Но он одно не понимает, что если женщина любит, то она любит человека, а не его монеты в кошельке. Потому что вместе, когда они возьмутся друг с другом за руки, они заработают огромный чемодан монет общих. Действительно, он хотел бы с вами быть. Он хотел бы. А что мешает? Ну, мешает, видите, какие-то женщины. Он хотел бы вам написать, быть. И здесь, если вы... это ваш не супруг, то у него даже в мыслях его понос мыслей, чтобы соединиться. Пишите «принимаю», «приобретаю». Благо себе и всем людям желаю. Запомните, человек может жить с кем угодно, где угодно, но в мыслях у него вот так, в мыслях. Потому что ему очень плохо без вас. Пока-пока, с вами была Вивьена.